Привет, армия. Что на самом деле стояло за внезапным отъездом Ким Тэ-хёна из Парижа? Почему Чингук был так шокирован, услышав эту новость? Было ли это просто проблемой с расписанием? Или же было что-то более глубокое, более эмоциональное, скрытое от публики? Париж всегда занимал особое место для Ким Тэ-хёна. Участник BTS известен своим уникальным чувством стиля, тонким художественным вкусом и спокойным поведением, которое позволяет ему вписаться в мировую элиту. Его недавнее появление на мероприятии C-Line вызвало всеобщее обсуждение не только из-за его потрясающей внешности, но и из-за таинственной ауры, которая, казалось, витала вокруг него на протяжении всего мероприятия. Но, как ни странно, вскоре после окончания мероприятия распространилась шокирующая новость: Тэ-хён покидает Париж раньше запланированного срока. Более того, реакция Чингука на эту новость вызвала больше вопросов, чем ответов. Почему Чингук, который обычно спокоен и полностью поддерживает каждое движение остальных участников группы, выглядел таким потрясенным? Разве отъезд Тэ-хёна из Парижа не был нормой, учитывая их плотный график и обязанности? Но действительно ли это причина? Или же Чингука потрясло что-то более личное и глубокое? Эта новость впервые появилась благодаря модному журналисту, подслушавшему разговор менеджера HYBE с одним из сотрудников службы безопасности. В разговоре выяснилось, что Тэ-хён не только возвращается в Корею, но и направляется в очень уединенное место вдали от прессы. Это сразу же породило предположение о том, не скрывает ли Тэ-хён что-то. Еще больше подозрений добавило время его отъезда. Посетив крупное мероприятие C-Line, где он был в центре внимания, Тэ-хён не явился ни на заключительную церемонию, ни на эксклюзивную вечеринку, которая обычно является неотъемлемой частью появления столь известной знаменитости. Он предпочел тихо исчезнуть в тени без объяснений. Тем временем, всего через несколько часов после появления этой новости, Чингук был замечен в аэропорту Инчан в повседневной одежде, но с очень необычным выражением лица. Несколько фанатов, которым удалось сфотографировать и снять его на видео, опубликовали фотографии в социальных сетях, написав, что Чингук выглядел так, будто только что услышал плохие новости. Его глаза выглядели уставшими, он избегал вспышек камер и предпочитал ходить с опущенной головой. Появились домыслы. Некоторые говорят, что уход Тэ-хёна связан с очень деликатным личным делом. Некоторые даже предполагают, что это связано с состоянием здоровья одного из членов семьи Тэ-хёна. Но еще более удивительно утверждение, что это решение было принято внезапно, без уведомления остальных участников BTS, включая Чингука. Этот факт, безусловно, создал серьезную напряженность. Да и как иначе. Близость Тэ-хёна и Чингука давно известна публике как нечто большее, чем просто коллеги. Их часто видят вместе на различных мероприятиях, где они поддерживают друг друга и демонстрируют близость, которая согревает миллионы армий, просто глядя на них. Поэтому, когда Чингук выглядел потрясенным, публика сразу почувствовала, что происходит что-то необычное. Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что перед отъездом в Париж Тэ-хён долго беседовал с Чингуком в их студии. Разговор длился довольно долго. Когда он закончился, они не покинули студию вместе, как обычно. Чингук остался внутри, а Тэ-хён ушел, не сказав ни слова персоналу. Это знак того, что что-то происходит, и это не пустяк. Даже во время последнего прямого эфира Чингука на Уиверс некоторые внимательные фанаты заметили в нем нотку грусти. Несмотря на его попытки быть веселым, одна фраза привлекла его внимание: «Иногда нам приходится позволять кому-то делать то, что он считает правильным». Эта фраза, хоть и банальная, вдруг стала уместной в контексте разворачивающейся ситуации. Теперь вопрос сузился еще больше: был ли уход Тэ-хёна действительно вызван личными мотивами? Было ли внешнее давление, вынудившее его принять столь поспешное решение? Был ли внутренний конфликт, который он скрывал все это время? Или Тэ-хён на самом деле готовился к чему-то гораздо большему, более личному и более эмоциональному, чем все, что он делал раньше? Подозрения усилились, когда официальный аккаунт BTS на Уиверс внезапно удалил несколько фотографий Тэ-хёна в Париже всего через несколько часов после появления новостей о его уходе. Некоторые пользователи сети назвали это своего рода мерой по устранению последствий, предпринимаемой агентством, чтобы утихомирить циркулирующие в социальных сетях вопросы.
Однако вопрос остается открытым: зачем их удалять? Разве присутствие Тэхёна в Париже не было частью официального расписания? Еще более удивительно, что спустя несколько дней после возвращения Тэхёна Чингук вообще не появлялся на публике, он даже отменил одно из своих запланированных радиошоу. Это, естественно, вызвало дополнительные вопросы. Был ли Чингук также эмоционально тронут уходом Тэхёна? Или он готовил специальное заявление по поводу сложившейся ситуации? Эта ситуация повергла фанатов в состояние крайних догадок. Многие начали просматривать свои цифровые следы в поисках подсказок или намеков в прошлых публикациях, которые могли бы объяснить внезапные перемены. Некоторые даже полагали, что это может быть признаком чего-то большего, будь то секретный проект, личный кризис или даже внутренний конфликт, неизвестный широкой публике. Но за всеми этими вопросами одно было несомненно: что-то происходило, и что бы это ни было, Чингук казался эмоционально вовлеченным. Это отражается в его резко изменившемся поведении за последние несколько дней. Даже в коротком видео с репетицией BTS, слитым в сеть, Чингук выглядит тихим и отстраненным, очень необычное зрелище для человека, который обычно полон энергии и страсти. С другой стороны, сам Тэхён не делал никаких официальных заявлений, он лишь опубликовал в Инстаграм одну единственную фотографию ночного неба с простой подписью «Иногда тишина говорит громче». Эта фраза предполагает больше толкований, чем сам ответ. Было ли это символическим прощанием? Или это был знак того, что он столкнулся с чем-то трудным и решил не делиться этим публично? Армии теперь остается только гадать и надеяться, что бы ни случилось, с их любимым участником все будет хорошо. Но один неоспоримый факт остается фактом: отъезд Тэхёна из Парижа был связан не только с предыдущим рейсом, речь шла о моменте, который вызвал множество вопросов, всколыхнул эмоции и потряс целое поколение фанатов. Чингук, обычно умеющий скрывать свои эмоции, на этот раз не смог скрыть своего шока. И вот тут-то все и началось, когда такая К-поп-звезда, как Тэхён, решает покинуть город, находящийся в центре внимания всего мира, как Париж. Решение, принятое раньше срока, не бывает беспричинным, особенно если оно оставляет такой эмоциональный след в душе такого человека, как Чингук. Итак, вопрос в следующем: что же именно произошло между ними? И насколько сильно это повлияет на будущее BTS? Все это приводит к одному неизбежному выводу: что-то происходит, что-то масштабное, эмоциональное и удивительное, и, возможно, мир еще не готов к ответу. Однако после долгих домыслов, проницательного анализа пользователей сети и растущего беспокойства армии наконец-то выяснилось несколько ключевых фактов, которые дают ответ на главный вопрос, который терзает общественность. И ответ поистине удивителен. Оказывается, почти все ранее распространявшиеся драматические истории не соответствуют действительности. Согласно официальному заявлению, опубликованному HYBE в социальных сетях, выяснилось, что отъезд Ким Тэхёна из Парижа был запланирован с самого начала, а не вызван чрезвычайной ситуацией, внутренним конфликтом или другими эмоциональными причинами, как предполагалось. График был составлен за несколько недель до его отъезда в Париж, но не был обнародован из соображений конфиденциальности и безопасности. Важно понимать, что в международной индустрии развлечений, особенно в отношении таких знаменитостей, как Тэхён из BTS, планирование поездок и выступлений на крупных мероприятиях осуществляется с большой точностью и гибкостью. Некоторые изменения могут вноситься быстро из-за условий на месте, потребностей агентства или конфиденциальных соглашений с организаторами мероприятий. В случае с Тэхёном, источник внутри компании заявил, что у него были личные планы после посещения показа Sea-Line, и что эти планы были некоммерческими и полностью конфиденциальными. Французский модный журналист, посетивший мероприятие Sea-Line, опроверг заявление о том, что Тэхён внезапно исчез или отказался присутствовать на эксклюзивной вечеринке. По словам журналиста, Тэхён присутствовал на закрытой встрече с избранными гостями, но его не было видно камерам, поскольку мероприятие было закрытым. Именно это заставило публику поверить, что он не появился, хотя на самом деле это было не так. А как насчет реакции Чингука, который, как говорят, был шокирован и эмоционален, и даже перенес свои планы? Факты еще раз подтверждают, что этот слух был раздут. Представитель руководства Чингука официально заявил, что Чингук не проявил особой реакции на уход Тэхёна, и что никакие важные планы не были отменены.
Чингук просто отдыхал после интенсивных тренировок и какое-то время не хотел появляться в СМИ. Его усталый вид в аэропорту был вызван не шокирующей новостью, а скорее физически изнурительным личным графиком. Комментарии Чингука на Уиверс, которые, как считается, содержали скрытые сообщения, на самом деле были просто частью его непринужденного общения с фанатами. Такие айдолы, как Чингук, часто говорят в общих чертах и открыто, но это не значит, что каждое его слово несет скрытый смысл, касающийся его товарищей по группе. На самом деле, несколько фанатов, смотревших прямую трансляцию, отметили, что Чингук был в хорошем настроении и не проявлял никаких признаков чрезмерной грусти. Кроме того, заявления о конфликте между Тэхёном и Чингуком или о том, что Тэхён столкнулся с давлением со стороны агентства, требующего от него досрочного возвращения в Корею, были официально опровергнуты HYBE. В своем письменном разъяснении агентство подчеркнуло, что отношения между участниками BTS остаются крепкими и гармоничными. Они выразили сожаление по поводу появления чрезмерно спекулятивных и безосновательных сообщений. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of